Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. В первую очередь я хотел бы вас спросить о Курской области Российской Федерации, потому что там сейчас происходят интересные вещи. Официально Генштаб ВСУ не комментирует, это логично, но прокомментировали ситуацию в Белом доме и что они говорят. Они говорят, что Украина не консультировалась, не предупреждала Соединенные Штаты Америки об операции в Курской области, но они говорят, что Украина имеет законное право вести боевые действия на территории страны, которая на нас напала. Я хотел бы вас спросить, насколько вы считаете реально то, что ВСУ, офис президента не говорили ничего Белому дому об этой операции? И насколько реально Белый дом, Соединенные Штаты Америки поддерживают такие решения? Очень хороший вопрос, все задают. А я уверен, что Зеленский без Белого дома бы этого не позволил. Это 100%. Почему? Потому что, во-первых, стали поступать, наконец-то, хоть и маленькими партиями, и атакамсы, вот и самолеты появились, F-16, десяток, а их нужно не менее сотни, а то и 200. И атакамсов должно быть несколько тысяч, во-первых. И, к сожалению, до сих пор не говорится о системах противовоздушной обороны «Патриотс». Эти три элемента являются гарантом успешного контрнаступления ВСУ. Вот это мы ждем. Я возвращаюсь к вашему вопросу. Интересно очень. Очень много кривотолков. И, я не могу не сказать, пессимистичные отзывы и комментарии экспертов. Financial Times, влиятельные газеты, и Нью-Йорк Таймс, как всегда, которые говорят, что ой, зря вот Украина на это пошла. Ну и что она сможет сделать? Россия все равно сильнее, там солдат намного больше, и она просто, Украина потеряет то, что она могла бы успешно применить на Востоке, к примеру, там, где нужна сила, там, где нужна помощь. Это, знаете, чье мнение? Леволиберальное, демократичное, у демократов, которые постоянно давят на Байдена с тем, что он побыстрее закрулил войны, как в Украине, так и в Израиле, с тем, чтобы партия демократов могла прийти к 5 ноября как партия мира. Вот такой у них лозунг. И тем не менее, я опять возвращаюсь к началу выражения моего мнения, что Зеленский, конечно же, оповестил о своих планах Белый дом. И Белый дом сказал, что мы громогласно тебя не поддерживаем, но поступай, как считаешь нужным. И я уверен, они даже ограничили, сказали, там глубоко уж слишком не надо. И вот эти вот 10-15 километров, о которых речь идет сегодня, они вроде бы незначительны, но колоссальное значение имеют. Две причины. Первая. Наконец-то моральный дух украинских войск ВСУ поднимается после долгого затишья и даже сдачи варварам ряда населенных пунктов. Есть возможность объявить всему миру, что слухи о том, что ВСУ падает или умирает, как хотите, преждевременный. ВСУ еще покажет Кузькину мать, там, где это положено. И это первый симптом. Потрясающий симптом. Почему? Во-первых, именно здесь, на Судже, находится газохранилище, хаб огромнейший, через который подает газ в Европу, через Украину. Это раз. И второе, рядом проходит железнодорожная линия, которой пользуется российская армия, группировка «Север» так называемая. Именно она, пользуясь этой железной дорогой, поставляет все, что ей нужно на восток, в Донецкую область. Поэтому это имеет колоссальное значение, стратегическое значение. И, другими словами, логистика российской армии, она сегодня несет потери. Еще какие потери? Посмотрим. Теперь слово за Байденом.
дать Украине то, что ей нужно в нужном количестве. Причем мы, вы знаете, настаиваем. Вот буквально пару дней назад я был с конгрессменом, который является членом, сенатором, прошу прощения, который является членом комитета по иностранным делам. Он прямо сказал, что да, мы, республиканцы, очень заинтересованы, но мы работаем с демократами, умеренными, те, которые согласны с нами. То есть, другими словами, сегодня как никогда Украина нуждается в поставке тех видов вооружений, которых она давно просит и не получает до сих пор в нужном количестве. Причем эти оборудования военные должны быть с использованием высоких технологий, с тем, чтобы компенсировать то, от чего страдает сегодня ВСУ. Это живой силой. Живой силы не хватает. Так дайте нужное оружие, которое может возместить потери тех солдат, которых нет и которых очень нуждается сегодня у ВСУ. Вот это очень важно. В этом смысле, друзья мои, у Байдена нет сегодня причин сваливать на республиканцев. Я вас верну к 20 апреля, когда был принят закон, благодаря именно республиканцам, нашему спикеру Джонсону, закон, гласящий о выделении 61 миллиарда Украине и новой стратегии. Стратегии, основанной на оказание помощи Украине до полной ее победы. Это как раз-таки противоречит предыдущей стратегии Байдена, которая гласила: будем оказывать помощь Украине настолько, насколько мы можем. Все, про это надо было забыть. Борис, но мы недовольны, ребята. Почему? Смотрите, закон был принят 20 апреля. Да. Сегодня август, середина, 4 месяца проходит. И где обещанное оружие для нападения на наступление? Борис, но у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот 20 апреля очень прекрасно. Спасибо спикеру Нижней палаты представителей Майку Джонсону, что он проголосовал. У меня тогда вопрос. Если сумма ничего не поменялась, почему 7 месяцев не голосовали за те же деньги? Вот. Это хороший вопрос. Дело в том, что у республиканцев тоже есть балбесы. Их несколько, их не так много. Вот они не позволяли пропустить помощь Украине и Израилю по одной только причине. Ссылаясь на то, что денег не хватает нам самим, нам нужно решить вопрос границы с Мексикой, у нас преступность высокая. Короче, целый ряд бытовых внутренних проблем. Поэтому Джонсон бился как рыба об лед. И что он придумал? Благодаря Трампу. Трамп говорит: давай предложим этим балбесам не за даром, а в кредит. Это сработает. Другими словами, он говорит: мы компенсируем то, что мы даем Украине, за счет процентов, которые набегут на эту сумму. Вы представляете? Но там есть другое правило, что президент имеет право собственноручно аннулировать кредит. Вот Трамп говорит: давай мы это дадим, а там, когда выиграем выборы, мы решим, что будет делать с Украиной, как с этими деньгами. Вот это была причина. И тем не менее, ребята, давайте будем объективными. В то время уже у Байдена, вот в то время 6 месяцев, кстати, которые тормозили оказание помощи Украине, у Байдена было 4 миллиарда. И он их не использовал. Поэтому у нас возникал вопрос, и по сей день есть вопрос: а хочет ли Байден победы Украины? Если да, почему он тянет? Вот я опять возвращаюсь к сегодняшним дням. Вот он сваливал на республиканцев, что вот не дают денег, туда-сюда, а вот ему дали. 4 месяца прошло. Чего тянуть, ребята, чего тянуть? Почему? Зеленский неоднократно просил ПВО. Вы знаете, выдающийся генерал, это вообще герой всех времен и народов, мы считаем, это генерала Залужного, который в свое время давал список по пунктам очень скромно, минимально указывая тот или иной вид вооружений, в который Украина нуждается, чтобы перейти в контрнаступление. 0 внимания на это. И даже Зеленский был вынужден постоянно просить ПВО. Именно Патриот.
Если бы они были в нужном количестве, сегодня не было бы проблем с атаками на больницы в Киеве, на зернохранилища, на Одессу саму, на Днепро, многие другие гражданские объекты. Это же честно. Давайте будем объективными. Поэтому сегодня вот первый потрясающий шаг Украины, вступивший ногой на землю варваров, он должен иметь подкрепление срочно. Не солдатами. Украина никогда не просила солдат Запада. Понимаете? Дайте только оружие. То, которое Украина просит. И все проблемы будут решены. Вот так должно быть сегодня. И мы продолжаем лоббировать. Что бы ни обошлось, что бы ни происходило сегодня, завтра с этими выборами внутренними. Вы понимаете? Поэтому я горд тем, ребята, я не могу об этом сказать, потрясающее издание, это наш Wall Street Journal, опубликовавший план победы Украины, написанный Помпео. Того самого Майком Помпео, который был и директором ЦРУ, потом был госсекретарем в команде Трампа. Именно он сегодня, являясь, я это для многих, кто еще не знает, скажу, он сегодня является советником, официальным советником Трампа. Так вот, опубликование плана победы Украины не могло быть без ведома Трампа. Исключено. Вы поняли? Это в ответ тем, кто по сей день демонизирует Трампа, кто пугает украинский народ не только республиканской партией, но и именем Трампа. Не верьте им, ребята, этого никогда не будет. Трамп, он эгоист, он любит, когда он побеждает. И он это сделает. Он уже сказал, что оккупация Украины неприемлема. Это слова Трампа. Да, Борис. Поэтому, да. И вот, пожалуйста, я задаю вопрос. Да. Да-да, вы сказали о том, что демократы идут на выборы, и они идут как партия мира. Вот хотел бы привести слова вице-президента, кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс. Он заявил о необходимости продвигать приемлемый мир. Он сказал, что нужно верить в мир и принести его в этот регион. И он также сказал те слова, о которых вы говорите, что в ВСУ не хватает живой силы. Вот у меня вопрос, что имел в виду Ди Вэнс под приемлемый мир, как вы считаете, и как он, на ваш взгляд, и республиканцы видят вот мир в регионе, да, в Украине. И следующий вопрос уже вы тоже отвечаете в последовательности. Как вы считаете, кандидат в вице-президенты от республиканцев Ди Вэнс – это оптимальный вариант или, может, были лучшие кандидатуры? Очень хороший вопрос, больной для меня лично, я вам прямо скажу, это не так просто. Вот. Ну, я буду предельно объективным. Кто это мы? Это мы, рейгановское крыло республиканской партии. Это, я назову те имена, которых вы хорошо знаете. Это Майк Маккол, председатель комитета по иностранным делам, Майк Роджерс, председатель комитета по вооружениям, и Майк Тернер, председатель комитета по разведке. Я не говорю о сенаторе Линдси Грэме, который не раз бывал в Украине. Я не говорю о Каттоне, сенаторе, который за Украину горой стоит. Много других известных сенаторов, которые за Украину. Не просто за Украину, а за победу, за возвращение земель в границах 1991 года. Поэтому, признаться, мы были недовольны. До сих пор это недовольство есть. Я вам скажу почему. Недовольны тем, что Трамп выбрал вот именно Венса. При всем том, что Венс молодой, образованный, прошел службу в морских войсках американских, вот, и сенатор, пожалуйста. Более того, вырос в бедной семье, мать наркоманка. То есть его биография заслуживает уважения. Но вопрос ведь не в этом, ребята. Его видение в целом на политику Америки как ведущей демократической державы не соответствует сегодняшним вызовам. Именно Венс говорил о том, что зачем нам Европа,
Да и пусть занимается этой Украиной, она находится в Европе. Поэтому это их проблемы. Давайте сфокусируемся на Юго-Восточную Азию, на Китай. Это важнее всего. Это были его слова. Ну, я вам прямо скажу, наше видение основано на лакмусовой бумаге, которая является показателем отношения к Украине. Если любой депутат, неважно, нижней палаты, верхней, идеальный в решении экономики, там, преступности, многое другое, но если он видит или смотрит на войну в Украине как не нашу, не американскую, а я всегда подчеркиваю, что она наша война, потому что именно Украина грудью встала на пути этих варваров. Путин больше, чем Украину, ненавидит Америку. Именно Украина встала грудью, сказала: не пройдете. Вот если любой депутат этого не понимает, он не имеет права быть в руководстве страной. Поэтому мы были страшно разочарованы, при всем том, что мы лоббировали, мы очень хотели, чтобы он взял Ники Хейли. По многим причинам. Сегодня Трамп убеждается в нашей правоте. Почему? Как только Харрис появилась на авансцене, понимаете, тут же тот самый, казалось бы, рейтинг позитивный, который Трамп заработал после счастливого конца покушения на него, он стал падать с появлением Харрис. Она сегодня не просто догнала его по опросам, особенно в колеблющих штатах, да и даже в некоторых превосходит его. Пусть это будет на 2-3%, это в пределах арифметической погрешности, но сам факт говорит о том, что это сигнал, знаете, тревожный. Надо что-то срочно делать. В противном случае мы проиграем. Поэтому я отвечаю на главный вопрос. Мое мнение о том, кто победит 5 ноября, мое мнение 50 на 50 сегодня. А вот пройдет время, это может измениться в пользу Харрис. По многим причинам. Первая причина. Ники Хейли была бы, я вернусь, почему я говорю о том, что не случилось, но есть позитив. Я вам закончу мою мысль именно позитивом. Значит, Ники Хейли, будь она сегодня на место Венса, первое, что бы она сделала, она привела бы, во-первых, голоса независимых. Именно независимые сегодня решают судьбу выборов, судьбу любого кандидата в президенты. Я вам всегда повторяю, и сегодня буду повторять, у нас при 330 миллионах населения 42 миллиона демократов. 36 миллионов у нас республиканцев. И от 32 до 33 миллионов у нас независимых. Поэтому я повторю еще раз, у нас в истории не было такого случая, чтобы тот или иной президент выиграл, ограничившись голосами только своей родной партии. Поэтому сегодня голоса независимых – это кислород. Другими голосами невозможно выиграть. Я почему связываю это Ники Хейли? Потому что она по сей день превалирует в национальном масштабе и над Байденом, его командой, и над даже Трампом на 17 и более процентов. Представляете, за счет чего? За счет того, что ее электорат включает 25% республиканцев, остальное это независимые. Плюс к этому, она же женщина. Вы представляете, будь она сегодня вице-президентом, она бы сбалансировала эффект гендерной принадлежности Харрис. Запросто. Это женщина и эта женщина. Причем это цветная и Ники Хейли. Она второе поколение выходцев из Индии. Представляете вы? Мало того, у нас одним из главных вопросов в выборе того или иного кандидата для обывателя 5 ноября будет вопрос абортов. Он краеугольный, очень важный. Поэтому Ники Хейли более либерально
по отношению к женщинам в этом. Она говорит, я женщина, у меня дочь растет, девушка, значит, и другими словами, я за то, чтобы давали какие-то ограничения в прерывании беременности, но в то же время надо женщинам давать пространство, право выбора в том или ином случае принятия решений. Это бы привлекло голоса миллионов женщин, которые сегодня не любят Трампа. Поэтому вот эти два фактора помогли бы Трампу привлечь на сторону своей команды и независимых, и женщин. И таким образом и нейтрализовать Харрис, что уже показывает не удается. Она набирает обороты, она набирает скорость. Вот это тревожно. Что касается Венса, очень важно. Во-первых, вице-президент, даже если Трамп победит с Венсом, в Америке вице-президент не вовлечен в решение международных проблем. Точка. Исключением является Дик Чейни при Буше. Но Буш был недалекого ума, и Дик Чейни, как вице-президент, взял на себя решение многих международных проблем и подверг колоссальной опасности нашу страну в смысле экономики и имиджа, начав войну в Ираке. Вот это было, это остается в нашей памяти, это непростительно. Что касается Трампа и Венса, значит, по традиции вице-президент не занимается внешнеполитическими вопросами, а с другой стороны, Трамп ведь не позволит, он decision maker. Именно Трамп будет решать, где, кого, когда. Я вас хочу вернуть на его выступление на нашем съезде, где четко, знаете, однозначно прозвучало. Трамп говорит, я за мир, но с демонстрацией силы. Я за мир, пропуская через призму политических проблем нашу мощь, нашу силу. Вот это очень важно. Поэтому я бы на ваш... И более того, есть еще черта характера того же Венса. Он изменчивый. В 2016 году он Трампа сравнивал с фашистом, с Гитлером и так далее. Потом он изменил, видите ли, очаровался Трампом. И уже он начал менять свои взгляды. Уже постепенно. И Трамп не позволит ему говорить вразрез той стратегии, которую Трамп намеревается осуществить, дай бог, после победы. Поэтому в этом отношении опасаться не стоит, пожалуйста, не расстраивайтесь, не он главный здесь, главный это Трамп. А Трамп, вот дав сигнал международной общественности и внутреннему потреблению тоже, устами Майка Помпео. Вот это очень важно. План потрясающий. Это то, что нужно Украине было с первого дня. Но лучше поздно, чем никогда. Я надеюсь, это будет иметь силу, и она заработает. Да, Борис, конечно, хотел бы вас спросить о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. И вот то, что Шойгу летал, и якобы Reuters агентство передает, что передавал Путин через Шойгу Ирану, что не эскалируйте ситуацию. Насколько вы в это верите? Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Ну, это же чушь собачья. С одной стороны, Путин помогает Ирану. Мало того, он является главным архитектором 7 октября. Это по его плану. Это все было. В этом нет никакого сомнения. С целью одной, чтобы отвлечь внимание западных стран, прежде всего Америки, от Украины и погрязнуть в ближневосточных проблемах. Вот это он хотел. Чтобы... И это, к сожалению, ему кое-что удалось в этом отношении. Действительно, оказание помощи Украине упало резко, да и общественное мнение изменилось. Был период, когда об Украине вообще не говорили у нас. Это месяц с лишним. Ни CNN, ни Fox News. А эти изрыгали только негатив. Нью-Йорк Таймс, например, или Вашингтон Пост. Один и тот же. Причем с намеком, постоянно открытым даже, изречением того, что надо заканчивать войну, Украина не справляется, там уже живой силы не хватает, лучше оставить за Украиной то, что у нее сегодня есть, остальное отдать Путину и провести переговоры. И не случайно, друзья мои, сегодня как из рога изобилия сыпется то справа, то слева планы мира.
кто только сегодня не предлагает. И вдруг Китай появился, видите ли, из 6 пунктов. Причем мусор это, а не план. Потому что Китай, я помню, в начале войны, предложивший свой план мира и посредничества, причем в плане включено было 12 пунктов, первым пунктом, я вам напоминаю, было: границы, общепризнанные мировым сообществом, незыблемы. Это как раз относилось к 1991 году к границам Украины. Сегодня в этом плане новом Китая ни слова об этом. Чушь собачья. Такой миротворец не нужен. Абсолютно нет. Поэтому я возвращаюсь к этому вопросу. Какое окончание войны видят у нас в элите в Украине? Идет борьба. Она скрытая. Нет открытой дискуссии. Нет абсолютно. Какая борьба? Борьба между теми, кто говорит, что мы немало вложили в Украину, мы достойны того, чтобы Украине помочь настолько, чтобы Украина победила и вышвырнула варваров. Это с одной стороны. А другие говорят: подождите, во-первых, судя по всему, Украина не справляется. Сколько можно помогать? Мы уже более 100 миллиардов потратили, включая гуманитарку, там, не знаю, какие у них расчеты, но постоянно они говорят об этом. Там 113 миллиардов, они говорят, потратили. И не дало эффекта, это раз. Второе, что страшнее, чем первое, они говорят: слушайте, а зачем? Зачем нам убирать Путина? Ведь мы с ним уже 20 с лишним лет. Окей? Мы знаем, как с ним переговоры вести. Худо-бедно было при Обаме, например. Причем абсурдно. Это были разрушительные переговоры. И да, вы помните, когда перезагрузка была объявлена Хиллари Клинтон, его госсекретарем? Так вот, представьте себе, что они ссылаются на это и говорят: вы знаете, если мы уберем путинский режим, то неизвестно, кто придет. Оппозиции абсолютно нет. Это раз. Во-вторых, крушение режима приведет к распаду России до такой степени, что территории могут отойти даже к Китаю, который намного страшнее, чем Путин. Нам нужно готовиться к войне к Китаю. И самая страшилка. Неизвестно, в чьи руки попадет ядерное оружие. Может быть, оно попадет в руки исламистов. Вот давайте думать об этом. Лучше быстрее закончить это. Тем более они ссылаются на рецессию. Вот сейчас рецессия грянет. Вы посмотрите, что творится на фондовом рынке. Вы что, зачем? И тут вот эта команда наша, именно твердая опора Украины в Конгрессе, вот эти 3 майка во главе со спикером и Трамп. Но вы можете мне задать вопрос: а почему Трамп вслух об этом не говорит? Сам лично. К сожалению, я верну вас на опросы сегодняшнего дня. Трамп не выигрывает. Его преимущество в том или ином штате в пределах арифметической погрешности. Почему? Я говорил о независимых. Есть еще другая группа, даже среди республиканцев. Смеси с теми, кто не определился. По партийной линии, к примеру. Не зарегистрировался еще. Их порядка от 10 до 15 миллионов. Эта группа до сих пор не определилась по одной причине. Она говорит, эта группа, что для нас, я цитирую, важнее внутренние проблемы. Израиль, Украина – это потом. Где Украина и где Израиль? А мы здесь. Нам надо закрывать границы, нам надо бороться с преступностью, цены на товары первые необходимости растут, инфляция, рецессия ожидается. Хватит. Мы не можем терпеть этого. Давайте так. Поэтому Трамп хитрит. Он стратег. Он устами своих помощников говорит: вот так надо, вот так. Сам не говорит никогда. Избегает. Пару раз у него выскочило, когда он сказал, что Путин – это зло. Первое выражение было. Второе – аннексия Украины неприемлема.
Вот это очень важно. У него вырвалось это. И то это было на дебатах. Если вы помните, на дебатах с Байденом ведущая приперла Трампа в угол дважды, переспросив этот вопрос. Он избегал ответа. Потом он выпалил, он не приемлем. Она сказала, скажите мне, приемлема оккупация Украины? Он сказал нет. Нет и нет. Вот это был его ответ. Поэтому я еще раз говорю, он не уверен, что он выиграет. Каждый голос на вес золота. Вот эти 10-15 миллионов, они могут решить его судьбу. Я вам напомню, в 2020 году Байден набрал 82 миллиона голосов. Трамп проиграл ему, набрав 75 миллионов. Сегодня, вот на сегодняшний день, Трампа поддерживает чуть более 60 миллионов. Это мало, ребята. Сегодня жаждущих прийти на выборы больше, чем это было в 2020 году. Намного больше. А я не зря вам назвал цифры зарегистрированных в той или иной партии. Так вот, представьте себе, подавляющее большинство демократов придет на участки и будет голосовать только за Харрис. Только за нее. Настолько они, знаете, обработаны, настолько они фанатично преданы своим партийным ценностям, что они никогда не изменят партию свою. Это раз, их большинство в сравнении с республиканцами. Республиканцы в подавляющем большинстве тоже придут голосовать за Трампа. И этого тоже уже будет недостаточно, потому что если оставить эти две партии один на один, республиканцы проигрывают. Поэтому нужны независимые. Так вот, в это число тоже входят те самые 10-15 миллионов, в которых Трамп очень нуждается. Он не будет говорить ничего до выборов. Он должен выиграть. А потом он снимет перчатки. И у него один срок только. Один уже прошел, вот последний, второй срок. И вот если он выиграет, ему терять нечего, он открыто объявит свою платформу. Ту самую, которую опубликовал Wall Street Journal Майк Помпео. Вот так на это мы рассчитываем. Борис, очень большое спасибо за этот разговор. Спасибо, что за долгое время мы с вами увиделись, проговорили. Спасибо, что проанализировали то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И, знаете, многие украинцы, я в том числе, мы не делим, да, вот там демократы хорошие, а республиканцы плохие. Я понимаю вас. Да, мы только за то, чтобы в этом мире зло было ликвидировано. Это в первую очередь, конечно же, агрессор, тот, который пришел на нашу землю. Спасибо вам большое. Правильно. Совершенно верно. Ребята, мы победим. Обязательно. Обратно дороги нет. Весь вопрос в цене. В этом весь вопрос. Поэтому мы и лоббируем. Чем быстрее война закончится с победой Украины, тем больше у нас возможностей собраться, решать внутренние проблемы и начать помогать Украине в ее восстановлении. Вот такие у нас плани. Нагадаю нашим глядачам, з вами був Борис Пінкус. Будь ласка, обов'язково коментуйте, ставте лайки, діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.